Пока я в дороге, решил написать. Меня всегда волновало отношение нас самих к нашей родине и вообще ко всему тому, что напоминает и делает тебя армянином. Но коротко наконец нашел, о чем сегодня напишу. Считать себя гражданином Армении – это не только про наличие паспорта. Это про связь, которая глубже штампов и формальностей. Это когда при звуках дудука у тебя мурашки, когда ты узнаешь родные черты в лице незнакомца на чужой улице, когда даже далеко от Арарата сердце все равно знает, откуда оно родом. Есть армяне, которые живут за границей, давно не бывали на родине, и даже не имеют гражданства Армении, но хранят язык, культуру, традиции, передают детям любовь к стране, которую, возможно, знают больше по рассказам, чем по личному опыту. И в них настоящая армянская душа, потому что быть армянином – это состояние духа, а не просто прописка. А есть и другие, те, кто живут за пределами Армении, имеют гражданство, но говорят о ней с насмешкой или разочарованием. Они видят только недостатки, забывая, что страна – это не только государственные структуры, а люди, история, мечты и память. Армения не идеальна, но она наша. И чем больше в нас уважения, поддержки и любви, тем сильнее она становится. Патриотизм – это не лозунги, а действия. Это готовность помогать, даже издалека. Это уважение к корням, даже если вырос в другой почве. Это гордость за паспорт, не только когда удобно, но и когда трудно. Потому что Армения – это не просто точка на карте. Это точка опоры внутри нас. Быть армянином – это не всегда легко, но всегда глубоко. Это когда в чужой стране ты слышишь слово «Армения» и инстинктивно разворачиваешься. Это когда в любой точке мира тебе достаточно одного, чтобы почувствовать себя дома. Это когда ты можешь спорить о политике, критиковать, ругаться, но как только кто-то чужой попытается унизить твою нацию, ты превращаешься в скалу. Удивительно, как разные бывают отношения к Армении. Кто-то, живя за тысячи километров, каждое утро начинает с новостей с родины, участвует в благотворительности, отправляет помощь, строит дома, открывает школы, потому что считает это своим долгом. А кто-то, живя внутри страны, мечтает только уехать и забыть. А бывает и наоборот, живущий за границей, открестился от всего армянского, а тот, кто в Ереване, несмотря ни на что, каждый день старается сделать хоть что-то лучше. Но правда в том, что Родина – это не товар, чтобы ее любить только, когда удобно. Она не обязана быть идеальной, чтобы быть любимой. Армения – это зеркало, и то, что ты в ней видишь, очень часто отражает твое собственное отношение. Хочешь светлую страну – начни с себя. Хочешь справедливости – будь справедливым. Хочешь гордиться ею – сделай так, чтобы и она могла гордиться тобой. И пока есть хоть один человек, который считает, что Армения – это часть его сердца, пока есть дети, учащие армянский в далекой диаспоре, пока звучит дудук в Марселе, Лос-Анджелесе и Бейруте, Армения жива. И не просто жива, она сильна, потому что ее сила в нас, в каждом из нас, независимо от расстояний, паспортов и языков. Армяне во главе Византии. Забытая глава мировой истории. Ты знаком с историей Византийской империи? Да. Скажи, пожалуйста, там на протяжении 200 лет правила армянская династия. До этого там было 6 армянских царей. Мы можем сейчас остановиться. Подожди, где правила армянская династия? В Риме? Нет, в Византийской империи. В Византийской империи правила... С середины 9 века до середины 11 века. Это официальная история. Когда говорят о Византии, перед глазами встают пурпурные мантии императоров, купола Святой Софии, дворцовые заговоры и блики мечей крестоносцев. Но за этим фасадом прячется история, о которой редко вспоминают. Армяне не просто служили империи, они стояли у ее руля. Это не легенда, а забытая глава, в которой армянская кровь текла в венах византийской власти, определяла ход событий на протяжении веков.
Согласно данным Александра Каздана, Энтони Калделиса и других византинистов, от 6 до 12 императоров Византии происходили из армянской среды. Это были не маргинальные фигуры, а носители власти в эпохе расцвета и кризисов. Первым таким правителем стал Лев V армянин, зашедший на трон в 813 году в разгар внутренних конфликтов. Но по-настоящему армяне заявили о себе с приходом к власти Василия I, выходца из армянской общины во Фракии. Он стал императором в 867 году, убрал своего покровителя Михаила III и основал Македонскую династию, одну из самых долговечных в византийской истории. Потомки Василия I, Леон VI, Александр, Константин VII, Роман II, Василий II, Константин VIII, Зоя и Федора правили почти 2 века. В эту эпоху Византия пережила золотой век, укрепление границ, военные победы, реформы, расцвет науки, дипломатии и церковной архитектуры. Особенно выделяется Василий II Болгароборец, прозванный Железным императором. Его походы сломили Болгарию, налоговая реформа укрепила казну, а армия стала символом дисциплины и силы. По версии ряда исследователей, он унаследовал армянскую родословную по материнской линии от рода Арцруни. Но армянское присутствие в Византии не ограничивалось одной династией. Роман I Лакопин, сын армянского крестьянина, стал соправителем, укрепив империю в период нестабильности. Иоанн I Цимисхий, также армянин по происхождению, разгромил русов у Дорастола и временно вернул Византии и Иерусалим. Армяне строили крепости, командовали катафрактариями, заключали браки с византийскими генералами, заселяли новые земли после утраты независимой Армении в XI веке. В общей сложности армянские императоры правили Византией около 250-300 лет. Это почти 5-я часть всей истории империи. Но официальные хронисты предпочитают подчеркивать эллинизацию, называя армянских правителей македонянами или замалчивая их корни. История растворилась в титулатуре, но не исчезла. Родословные, архитектура, законы и победы сохранили ее отпечаток. Забывать эту главу значит терять из виду, как рождаются великие культуры. Не в изоляции, а на перекрестке цивилизаций. Армяне не были гостями Византии, они стали ее архитекторами. И когда в следующий раз мы посмотрим на мозаики Святой Софии, стоит смотреться в их лица. Возможно, в чертах императоров отразился отблеск Арарата, горы, которую нельзя изгнать из памяти. Наткнулся на видео Камрана Размавара и Шервана Григоряна на YouTube и понял одну простую вещь. Если постоянно перебивать оппонента и засыпать его потоком неточной информации, можно выглядеть уверенно, по крайней мере в глазах своей аудитории. Камран этим и пользуется. В одном моменте он спрашивает, кто основал Хаченское княжество. Шерван начал гуглить, а Камран с уверенностью заявляет: Гасан Джалал, мне Google не нужен. Кто основал Хаченское княжество? Ладно, сейчас узнаем. Давай, без гугла, я тебе скажу. Его основал Гасан Джалал Дола. Так он был армянином, тебя не смущает? То есть ты считаешь, что Гасан Джалал Дола был армянин? А теперь посмотри, Гасан Джалаляны, он, его сын, его внук, кто были его католикосы? Можешь посмотреть? Кто были католикосы Гасана Джалала? Кстати, тут почему-то другая информация. Основателем Хаченского Ну, княжества. естественно, она другая, потому что Гасан Джалал Дола был албанцем, и его католикосы были католикосы албанские. Погугли, пожалуйста. Я без книг, без ничего. Основателем Хаченское княжество, да, Узун Хасен, Гасан Джалал Дола, Ганзасарский монастырь. Как ни странно, именно Google бы тут и не помешал, потому что Гасан Джалал не основатель, а представитель династии, живший в 13 веке. Хаченское княжество появилось почти за 400 лет до него. Его основал князь Сахал Самбатян в 9 веке, фигура, хорошо известная и в армянских, и в нейтральных источниках. Он восстановил местную власть в Арцахе и заложил фундамент армянской династии в Хачении. Дальше Камран называет Гасан Джалала албанцем и упоминает албанского католикоса. Тут все еще тоньше. Да, род Гасана восходит к древней династии Аран-Шахиков, династии Кавказской Албании, но уже с 9 века его предки были полностью интегрированы в армянскую среду. Язык, вера, политическая система, браки с армянскими княжескими родами – все это на протяжении веков делало их частью армянского мира. К 13 веку Гасан Джалал был армянином по происхождению, по культуре, по вере и по восприятию как современниками, так и историками. Что касается католикосов Кавказской Албании, к тому времени самих албанцев как народа уже не существовало. Христианские албанцы слились с армянами, особенно в горных районах Арцаха, а остальные постепенно растворились в тюркоязычной и исламизированной среде. Название католикос Кавказской Албании сохранялось по традиции, но фактически это был армянский католикос, служивший на армянском языке в армянских монастырях в рамках армянской апостольской церкви. Посмотрев на все это, я решил начать разбирать стримы Камрана Размавара. Там почти ни по одному историческому вопросу нет точного ответа. Я давно заметил, что с Гуглом или без Гугла результат у него один и тот же.